Представители знака зодиака Стрелец, Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Что скоро произойдет? Мы выполним наше видео, наш расклад в несколько ином формате. Мы не будем предвосхищать события и, как в традиционных раскладах, задавать вопросы. Мы предоставим возможность картам рассказать, что будет дальше на период мая для вашего знака зодиака, как карты видят развитие событий. Ну или сферы жизни, в которых возможны какие-то изменения, или просто вам придется решать какие-то вопросы, уделять чему-либо внимание. Итак, что же скоро произойдет? 4 карты. Для вас, мои дорогие стрельцы. Вторая карта, третья и четвертая. Чего будет касаться вопрос? По мнению карт, туз мечей. Я всегда называю эту карту «Выход из лабиринта». Это когда у нас на повестке дня был какой-то серьезный вопрос, проблема, что-то мы должны решить. И есть всегда предшествует этому какая-то путаница, неразбериха. Вот есть сфера жизни, нам не показывают конкретную сферу жизни. Это могут быть, конечно, у кого-то буквально вопросы в суде или с какими-то разбирательствами связаны, когда тоже история запутанная, и вы должны принять очень ответственное, важное решение. Оно именно ответственно для вас. Это для вас какой-то своеобразный выход из лабиринта, который вы хотите найти. У кого-то это может проиграться и на работе, или это могут быть как личная жизнь. Давайте мы несколько раскроем эту карту. Чего может касаться или какой сферы жизни, это важное решение. Определяться придется. Когда выпадает эта карта, это значит, мы уже в том состоянии, когда мы не хотим, чтобы какая-то история и дальше продолжалась. Или вот эта двусмысленность какая-то, не хотим тоже в ней пребывать. Чего это может касаться? И карта конкретно, пятерка жезлов, нам говорит об информационном хаосе или о разносторонних каких-то моментах вашей жизни, которые вы пытаетесь объединить, и вот найти вот этот выход из лабиринта. Но может быть еще и ошибочность наших мнений. Почему? По пятерке жезлов это нас пытаются словно дергать в разных направлениях или предоставляют нам какую-то информацию, которая тоже разношерстная. И если мы будем откликаться на импульсе, мы так и никогда не узнаем правды. По этой карте всегда есть как совет, это звучит: отступи полшага назад и вот так мудро оцени обстановку. Или найди недостающую информацию. Давайте мы узнаем, чего же это касается. Девятка чаш. Конечно, вроде бы как чаши. Или кубки мы говорим, личная жизнь. Но здесь нам больше говорят дело, работа, бизнес и деньги. И значит, какой-то денежный вопрос на повестке дня. Может быть, в конечном итоге к деньгам сводятся вопросы имущества, недвижимости. Все то, что в целом можно охарактеризовать вопросом нашего благополучия. Или какие-то задачи, которые вы ставите себе по вашей занятости, где я могу больше заработать денег, или рассмотреть новые варианты дохода, сотрудничества, может быть, обучение или обретение новых навыков. Есть все-таки на повестке дня финансовый вопрос. И вот этот выход, видимо, вам необходимо найти, или вы оцениваете свою жизнь с позиции того, что могли поступать какие-то предложения с учетом пятерки жезлов, но вам не хочется ошибиться с чем-то. Конечно, у кого-то проиграется и личная жизнь, но она будет, мои дорогие, все равно в контексте, когда я не должен или не должна себя обесточить. То есть все равно есть какой-то материализм по данному вопросу. И даже если здесь замешаны чувства, но все равно чувства чувствами, но есть и то, что мне не хочется собой рисковать. Или мне хочется жить хорошо. И может быть своеобразный выбор между партнерами. И вот здесь как раз такой замес, когда и вроде бы чувства или какая-то ваша личная ситуация может пересекаться еще и с вопросами финансов. Что же это такое в конечном итоге? Вот мне интересно. Больше нам говорят, конечно, о чувствах, хотя нельзя сказать однозначно. Король чаш – это единственная карта в колоде, который правильно умеет переключаться как раз между чувствами и материализмом, между нашим бытом.
между конкретно деньгами, финансами. И он не смешивает. Там, где требуется математический подсчет или холодный расчет, он не будет туда добавлять эмоции. Можно расценивать эту карту как совет. Значит, нужно очень здраво оценить обстановку. И вы можете где-то сами себе создавать вот этот хаос в голове, потому что много либо советчиков вокруг вас, либо много информации. Быть реалистом определенно стоит, если это вопросы вашей личной жизни и есть чувство к конкретному человеку, все равно, мои дорогие, они не должны влиять на вас, когда вы принимаете важные решения по части финансов, в осуществлении ваших планов или вашего дальнейшего продвижения. Иначе вам это помешает. Вы сами внесете какую-то путаницу в свою жизнь. Но все же мы смотрим на период мая, середина и конец где-то мая. Поэтому для тех, кого важно, когда вот вы запутались, вы как раз можете определиться по очень важным направлениям своей жизни, как и личная жизнь, как бы разграничить, понимаете, не смешивая какие-то обязательства, может быть, в личном плане с вашими возможностями в плане финансовом. Есть какая-то определенная ошибка, или она может быть. Иногда по пятерке, извините, жезлов у нас проходят люди, которые моложе нас. У кого-то это может быть буквально вопросы, связанные с детьми, с родственниками, с детьми, пусть даже подросшими, но вы хотите, предположим, помочь своему даже взрослому ребенку, и вы ему уже помогали, но сложилась определенная ситуация, когда вот я сейчас, либо я отдам последнее и сам себя обесточу, а все, какой-то проект не продвигается у ребенка, и вы могли уже устать от этого. Но вот эта детскость, которая проходит по пятерке жезлов, вы ее не можете себе позволить. Иначе вы совершаете какую-то ошибку. Тут действительно какой-то выход из лабиринта. И я так предполагаю, все же туз мечей. Ну, есть в этой карте предположение, что мы от чего-то откажемся. Или кому-то откажем. Даже, возможно, с учетом короля чаш. Кому-то из близких. И у каждого из вас совершенно своя какая-то конфигурация будет вопроса. Переложите на себя. Но девятка чаш, я уже сказала, это карта самодостаточности и ресурсности. Ну вот, наверное, ваша ресурсность, она не должна зависеть, как и от каких-то ошибочных суждений, или от желаний других, или вы себя поставили на второе место, а кого-то на первое. Даже если вы считаете, так должно быть, или так по каким-то правилам. И это вам создало путаницу в жизни. Давайте идем дальше. Ну, тут интересный вопрос. И нам снова говорят о выборе. Может быть, этот выбор как раз и касается ваших личных устремлений. А вы зависите от какой-то ситуации, которая, ну, в один клубок сплелась и личная жизнь, и туда же еще и вопросы благополучия, финансов, жилищные вопросы. И вам очень сложно кому-то сказать «нет». Для кого-то из вас это выбор по сфере занятости или, может быть, и по партнерам. Давайте немножко раскроем, мои дорогие стрельцы, что нам скажут карты. Интересно, правда, какая-то путаница? Уходить или не уходить? Или оставаться? Или соглашаться на какой-то проект или нет? Соглашаться ли на новую работу? У кого-то это вопросы будут связаны, ну, с какими-то более высокими вашими устремлениями, но это жизненно важное решение. По восьмерке чаш всегда проходит что-то более судьбоносное, когда мы именно поворачиваемся к прошлому спиной. И если мы кому-то сказали «нет», то мы понимаем, что от этого момента наша жизнь строится совершенно в новом ключе. И если мы ищем выход, мы как раз находим. Или если стоит на пороге, будем говорить, или в вашей жизни выбор семерка чаш. Выбрать нужно 7 чаш, а нужно выбрать только одну. Не промахнуться, не ошибиться. Но все равно вы понимаете, что с этого момента в каком-то другом контексте пойдет ваша жизнь. Но выбор вы этот сделать сумеете. Что же это еще? Что скоро произойдет? Дополняет все то, что я достаточно долго говорила по первому варианту, потому что эта конфигурация карт совершенно разную историю может предполагать. И я начала с суда. У кого-то вопросы разбирательства или, может быть, не конкретно суд.
У кого-то это будет вы с организацией, вынуждены выяснять отношения, может быть, по жилищным вопросам, ну, или с той организацией, где вы работаете. И вот здесь придется, видимо, учитывать закон причины и следствия. Если вы прежде что-то совершили хорошо, или в отношении вас абсолютно точно вы знаете, узнавали, работает закон, и тогда вы можете как-то отстаивать свое мнение. Если же вы прежде сделали не очень хорошо или есть какие-то нюансы, варианты, явно с тобой не стоит здесь рисковать, потому что мы получаем как следствие результат. Поэтому себя подвергать какой-то на последующий период времени опасности, угрозе, или когда ваш вопрос может не решиться положительно именно по закону, абсолютно точно не стоит. И карта нам и говорит, если что-то серьезное или выбор касается то, что должно быть согласовано с законом или с правилами, какими-то подзаконными актами, регулировками. Вот здесь нужно обратиться к специалисту для того, чтобы прояснить максимально какой-то вопрос. Вы действительно есть какой-то выбор, и вам его нужно сделать достаточно хладнокровно. Где-то, может быть, отпустить то желание эмоциональное, когда я хочу именно вот так, как я хочу. Но есть объективная реальность, мои дорогие стрельцы. Может быть, пойдя в чем-то на уступки, вы сохраните свое доброе имя, вы сохраните нервы, время, энергию, а кто знает, а может быть еще и финансы. Давайте мы посмотрим, вот интересный разворот событий, правда, тут хочется 15-й аркан старший. Тут именно желание поступить так, как я хочу. Или свое видение ситуации и абсолютная уверенность в том, что у меня получится. По 15-му аркану мы всегда самоуверены. И я не могу сказать, что это плохо, но, видимо, все-таки великий шутник, 15-й старший аркан, когда он чувствует, что мы, ну, уже попались в его сети, но мы становимся тогда как заложниками собственного видения ситуации или развития событий. Мы теряем эту самую объективность, а все карты, посмотрите, нам как раз про какую-то конкретную обстановку, либо какой-то вопрос, мои дорогие стрельцы, который вам нужно решить более рационально. Может быть, и не довести до каких-то разбирательств, или наоборот, в чем-то нужно ставить точку. Посмотрите, все карты нам говорят именно об этом. 15-й аркан как раз проигрывается чаще всего. Это вопросы страсти, личной жизни и материальные вопросы, деньги. Да, 15-й аркан также помогает, помимо того, что мы решаем очень рационально материальные вопросы, это еще и наше здоровье, физическая активность. У нас хватит сил какое-то дело довести до конца. Но давайте мы узнаем. Ведь 15-й аркан может говорить о страсти, мои дорогие. Физиология, страстное желание быть с конкретным человеком. Но обстановка может быть разная. Или какие-то задачи, которые препятствуют осуществлению вашего желания. Что же такое по 15-му аркану? Что скоро произойдет? Король Пентаклей. И опять же нам говорят по этой карте, это вопросы личной жизни, личного благополучия. Иногда проходят конкретно наши супруги или близкие люди, или вопросы финансового достатка. Но все то, что я говорила, король Пентаклей надеется на себя. Его жизнь не раз подвергала каким-то испытаниям, и она его отрепетировала, оттренировала видеть реальную картину вещей. И вам тоже где-то об этом предлагается. Да, говорят, это может свидетельствовать о том, что в вашей жизни, мои дорогие стрельцы, есть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, или имеет там асцендент, предположим, или даже по Луне, как-то вот эти энергии проигрываются. Это у нас Телец, Дева, Козерог. Это рациональные люди, которые ценят уют, которые ценят благополучие, когда не станут рисковать собой на импульсе именно потому, что вот я хочу что-то осуществить. А нет, вот есть какая-то реальность. А для кого-то это предложение вам самим быть в таких энергиях, более рациональным. По сути, это все то, что я говорила, чтобы сделать какой-то правильный выбор. У кого-то будет, знаете, касаться такой истории, когда, мои дорогие, есть, ну, допустим, любовный треугольник или
Ведь всегда это то, что скрыто по Верховной Жрице. Это те отношения, о которых вы не говорите, о которых вы, возможно, мечтаете. Это тот человек, с которым вы хотите быть. Но пока какая-то ваша реальность или прежняя история, она не закончена, у кого-то проиграется. Прежние отношения уже утратили былую привлекательность, взаимопонимание. Но еще де юре они существуют, и это еще только предстоит как-то оформить. И вот как? Можно сказать таким образом, с учетом аркана дьявол. У кого-то может быть встреча с человеком, даже с учетом пятерки жезлов. Вот потому что есть взаимосвязь между всеми этими картами, которые действительно моложе вас. У кого-то проиграется личная история не в плане ваши родственники, дети, а новое знакомство, которое оно идет совершенно в другом ключе, развивается как-то по-особенному. Вам интересен человек, и вы видите где-то свою личную историю уже с этим человеком, но еще не знаете, как подступиться, чтобы решить вопрос по тем отношениям, которые еще не закончены. Правда, может проиграться любовный треугольник. Но сильное влечение, сильное желание быть с этим человеком, заботиться о нем, потому что всегда по королю Пентаклей идут те, которые желают заботиться о нас. И мы хотим же заботиться о них-то тоже. Мы видим друг друга уже парой. Вот такое может проиграться. И здесь себе не навредить будет очень важным. И тогда как совет можно говорить о том, что не рассказывайте, не предвосхищайте события. И даже если о вас пытаются что-то узнать, задавая вам какие-то безапелляционные вопросы, которые могут ставить в тупик, будьте готовы к ним. Не быть зависимым все же ни от ситуации, ни от людей. Ну и даже если запутанная ваша личная история, решайте ее рационально. Давайте, что же четвертое? Но абсолютно точно, стрелец должен быть счастлив. Но дорога к счастью, она как будто уже проложена. Судьба все равно находит выход. Давайте мы узнаем, а что же на пути? Или какие события будут развиваться дальше для вас? Именно как события по рыцарю жезлов, знаете, хотите или нет, события действительно ускорятся. Это ваша энергия солнечная, это желание, это готовность к любым неприятностям, кстати, по рыцарю жезлов. У него нет страха. Он готов преодолевать как раз даже то, что мы называем неожиданностями. Он готов где-то отчасти к риску. Но этот риск должен быть продуман, мои дорогие, это точно. Неожиданностям нужно быть готовым, потому что мало ли как люди прореагируют или как какая-то ситуация разрешится по закону. Тут по-разному. Быть готовым к тому, чтобы... Двойка жезлов. С одной стороны, сильная позиция в чем-то, но это еще и опять же состояние выбора. Сделать этот самый выбор. Но выбор этот придется делать через договоренности, через дипломатию. Может быть, какое-то время, если у нас в предыдущем триплете выпали 3 карты: дьявол и верховная жрица. Здесь нужно быть аккуратным, я сказала, много не говорить. Так вот, по двойке жезлов придется какой-то период времени, уже с учетом всех карт, сидеть на 2 стульях, или с 2 людьми взаимодействовать, или учитывать какие-то обстоятельства. Быстро вот выход из этого самого лабиринта вы для себя определите, как бы это то, что в вашей ментальности. Но пока вы осуществите что-то на практике, но берите дистанцию, я бы сказала, действительно, где-то до конца 2024 года. И вот эта карта нам говорит о том, что это как дорога к счастью. И выбор вы должны этот сделать, потому что на кону ваше счастье, мои дорогие стрельцы. Давайте мы достанем еще одну карту. Все равно карты видят, посмотрите. Выход, уход из прошлого. Это когда мы в прошлое закрываем дверь. И если мы к этому не готовы, ничего не поменяется. Вот нас прошлое тогда будет удерживать. Тут вся... проблема или вопрос может стоять или касаться, мои дорогие стрельцы, именно той ситуации, что вам внутренне нужно и измениться, и отпустить то, что для вас уже не имеет смысла, или само пытается оттолкнуться. Новая совершенно концепция жизни за последующие полгода должна быть отстроена. И тогда вот это солнце, оно у вас на пороге. Без того, что мы... с чем-то определимся, без того, что мы как будто на кону, да,
Прошлое и будущее у вас стоит. И этот выбор вы делаете в мае. И если мы пытаемся что-то удержать из прошлого, то вот это самое солнце мы тоже можем для себя упустить. Как возможность быть счастливым, как возможность реализовать какой-то свой проект или быть с тем человеком, которого вы любите. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, почему-то такой расклад. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.